Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. Каждый мастер стремится к тому, чтобы выполнить идеальный маникюр. В видео расскажу, как сделать чистый подкутикульный карман, а также поделюсь секретом полировки кожи, после которого у вас точно получатся красивые работы, как на фото в Instagram. Поехали! Посмотрим на исходный вариант. Ногти и кутикула у моей модели нормальные, но есть некоторые сухие участки, на которые придется больше потратить времени. Для такой кутикулы подойдет как комбинированный, так и аппаратный маникюр. Мастер может самостоятельно выбрать технику, в которой ему удобно работать. Также мы видим белую пленочку, стелющуюся на ногтевую пластину, это птеригий. Его нужно будет хорошо обработать, чтобы не было затеков. Пока выполняем снятие, по схеме немного поговорим о глубоком маникюре. Кому он нужен и нужен ли вообще. Разные клиенты имеют разную глубину подкутикульного пространства. Например, если вы видите на ногте широкую лунулу, это скорее всего говорит о том, что глубокого подкутикульного кармана нет, и мы можем выполнить покрытие только в стык. В таком случае нельзя глубоко залезать фрезами, это может быть травмоопасно, а также приведет к проколу матрикса, и ногти потом будут расти неровные, волнистые. Как правило, такая луночка чаще всего встречается на большом пальце, поэтому обработка фрезой на нем будет не столь глубокой. Если луночки белые, не широкие, как у моей модели, как правило, это говорит о глубоком подкутикульном кармане. Наверняка вы замечали, что у некоторых вообще может не быть лунок. И в таком случае маникюр также глубокий. Но, как и везде, бывают исключения. Есть клиенты с широкими лунулами и с глубоким подкутикульным карманом. Нужно смотреть на деле. И как это понять? Мы берем с вами апельсиновую палочку и постепенно отталкиваем кутикулу. Смотрим, насколько она входит. Этот этап называется раскрытие кармана, и он очень важен. Мы не приступаем к работе с фрезами до того, как приподняли кутикулу. Приподнимать можем как пушером, так и апельсиновой палочкой. Самое главное, не оставить склейки внутри кармана. Если фреза встречается с этой склейкой, она стопорится, и в этом месте получается пропил или ранение кожи. Поэтому после того, как отодвинете кутикулу, обязательно просмотрите, все ли вы тщательно приподняли. Для обработки кутикулы буду использовать пламя диаметром 0,21. Вы видите, какие объемные валики у моей модели и глубоко посаженная ногтевая пластина. В таком случае лучше фрезу взять более тонкую по диаметру, чтобы она не пропиливала боковые стороны ногтя. Первым проходом приподнимаю кутикулу, чтобы видеть, с чем я работаю, и постоянно ее оттягиваю своим большим пальцем. И затем уже точечно, зонально, стежковыми движениями вычищаю изнутри. Только после того, как мы убедились, что все левые стороны прочищены идеально, нет остатков птеригия, мы можем приступать к обработке правой стороны. И я рекомендую переключить направление вращения, таким образом обработка происходит эффективнее. Подписывайтесь в социальных сетях, там вас ждет еще больше полезной информации. Самой широкой частью фрезы, пузиком, приподнимаю огрубевшую кожу бокового валика. Как правило, самые страшные участки для обработки – это синусные повороты. Поверните палец на бок и кладите насадку на коже. Идите небольшими движениями, но быстрыми. Мастера совершают ряд ошибок. Например, идут не по коже, а по ногтю, тем самым оставляя козырьковые пропилы. Или наоборот, чересчур сильно прикладывают насадку к коже и совершают ранение. Чтобы понять, насколько чисто маникюр вы сделали и глубокий, обязательно пользуемся щеткой для смахивания пыли. В моем случае она очень мягкая и хорошо убирает мелкие частицы пыли. Таким образом мы сможем понять, это оставшийся птеригий или все-таки пыль. Мастера часто перетирают ноготь на одном месте и получается пропил. Матируем пластину при помощи мягкой пилки 180 грит для того, чтобы приподнять чешуйки. И только теперь можем приступать к срезу.
Его вы можете выполнять любым удобным для вас инструментом. Как правило, ножницами получается единый срез и не приходится повторно дорабатывать. Но поскольку кутикула у моей модели объемная, выполняю дополнительный срез. И именно благодаря ему маникюр получится глубоким. Особое внимание уделяем среднему ногтю, на который приходится давление во время письма. Часто при работе кусачками мастера срезают только верхнюю часть кутикулы, а внутреннюю оставляют. Как следствие, затеки материала. На этом этапе важно соблюдать меру. Не передавить кожу, чтобы ее не поранить, и не слишком мало срезать, чтобы не осталась кутикула. Но это дело практики. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Предлагаю присоединиться и получить доступ к базе знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификата. Они доступны по всему миру. Для подробной информации переходи в описание. Если валики очень сильно огрубели, можно немного срезать кожу, а впоследствии зашлифовать ее насадкой. Не срезайте сильно кожу на валиках, потому что от этого они будут еще больше огрубевать. И теперь мы подобрались к лайфхаку, который позволит сделать красивый чистейший маникюр. Для него нам понадобится дегидратирующий тоник. Также можете использовать мицеллярный комплекс или просто увлажнить кожу водичкой. Когда кожа увлажнена, фреза начинает работать как скатка. То есть кожа не разлетается, а собирается, тем самым заполировывается, запечатываются все чешуйки и не будут появляться новые заусенцы. Помимо этого, мы можем проработать глубину кармана, если она позволяет. Главное не переусердствовать и не перетереть кожу. Сразу хочу сказать, что такой глубокий маникюр требуется не всем клиентам. Помню один случай, как у меня была клиентка настолько придирчивая, что рассматривала свой маникюр чуть ли не под микроскопом. То есть отодвигала кутикулу, синусы, заглядывала везде. Для таких клиентов, конечно, требуется глубокий чистейший маникюр, но ко всему нужно подходить с умом. Иногда такой глубокий маникюр может даже навредить, если клиент постоянно работает в воде или с агрессивными химическими веществами. Не нужно гнаться, у кого глубже маникюр, кто запихнул дальше материал под кутикулу. Наша задача выполнить безопасный маникюр, после которого не возникнет ни аллергических реакций, ни неприятных ощущений и так далее. Еще один лайфхак. Чтобы убрать пыль, используем плоскую кисть, смоченную в обезжиривателе. Мы одновременно дегидратируем ногтевую пластину, убираем пыль, а еще кисточкой кутикула немного приподнимается, и нам будет проще нанести цветное покрытие. Как сделать цветное покрытие под кутикулу, я покажу в следующем видео. Подпишитесь на канал, чтобы его не пропустить. Существуют различные виды выполнения чистого маникюра. Посмотрите это видео, в нем я делюсь еще одним классным лайфхаком. Понравилось видео, поставьте пальчик вверх, соберем 5000 лайков, и я выпущу новое видео с новым лайфхаком. Но я желаю всем счастливо, успеха в работе, пока-пока!